Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за ваше внимание, за вашу поддержку, за лайки, за подписки, за комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Кармический ли это союз или временное испытание? Ой, сегодня будет очень серьезный расклад. Для многих может быть болезненный, девочки. Многие верят, что кармический союз – это про любовь до гроба. Но на самом деле это про зеркало, в которое иногда действительно больно смотреть. Если ваши отношения напоминают эти самые американские горки, где за каждым взлетом следует болезненное падение, вы склонны думать, что это рок, злой рок. Но карма – это не наказание. Это, скорее всего, незаконченное действие. Этот человек пришел в вашу жизнь, мужчина какой-то, мужчина, пришел в вашу жизнь, чтобы подсветить те зоны вашей души, которые вы привыкли игнорировать. Может быть, вашу самооценку, или ваши границы, или ваш страх одиночества. Временное испытание отличается от кармического урока тем, что после него вы остаетесь прежней, просто с новым небольшим опытом. Кармический же союз меняет вашу структуру полностью, фундаментально. Почему вы раз за разом возвращаетесь к одному и тому же сценарию? И почему попытка просто уйти не работает? Не с этим мужчиной, не работает. Может быть, ни одному другому мужчине вы в жизни, может быть, не прощали то, что именно этому прощаете. Сами от себя офигеваете, но прощаете, да? Ой, почему эта попытка просто уйти не работает? Может быть, пока вы не осознали, какой именно долг перед самой собой вы еще не выплатили. Нужно это проработать, осознать для начала, да? Давайте разберем механику этой связи. Расклад будет сделан по специальной схеме. Сегодня будет 4 вопроса, которые я озвучу сразу после сигнификации, наверное, мужчины, на которого вы хотели бы посмотреть, сделать этот расклад. После расклада будет в качестве бонуса совет психолога. Надеюсь, это вам будет интересно, полезно, поэтому, пожалуйста, досмотрите до конца. И если вы хотите, если имеете какие-то вопросы, на которые хотели бы получить профессиональные ответы психолога, пожалуйста, пишите. Буду рада ответить на все ваши вопросы в моих видеоконсультациях. Спасибо за внимание. Итак, какой мужчина, в отношении которого вы хотели бы, может быть, узнать, кармический ли это союз или это временное испытание? Давайте сейчас. Вы думаете об этом мужчине? Вспоминайте его глазки, улыбку, тембр голоса, назовите его имя, в конце концов, вспоминайте. Какой это мужчина? Так. Что-то он мне сразу ведьму показывает, ведающая, которая за ним наблюдает. Или это он наблюдает за ведьмочкой какой-то? Так, о чем это? Ё-моё, кто бы сомневался. Павлин переместился чуть дальше. Тут он теперь, похоже, вас вперед пропускает. Он говорит: я сижу дома в своем павлиньем царстве. Никого не трогаю, она за мной наблюдает, это ведьма. Ладно. Или покоя мне нет и в доме моем. Так, ладно. Ух ты, ё-моё. Ладно, все, серьезней, да, отношусь. Так, мужчина наш замечательный. Кстати, ресурсный по карте принц. Интересный мужчина. С кем-то тут он в оппозиции, скорее всего, дома, с домочадцами тут выясняет отношения. При этом на самом деле правда какая-то тут, с какой-то женщиной он выясняет отношения. Правда на ее стороне, но он не готов уступать ни в чем. Он говорит: как я буду уступать? Я тут принц, ё-моё, я тут не что-либо как.
Павлин, ну, самовлюбленный, знает себе цену, перышки тебе может распустить, обаять, очаровать, влюбить кого хочешь. При этом я не удивлюсь, если мужчина, принц, тут может быть не свободен, но дело не в этом. Тут, кстати, почему-то такое сочетание дом, принц, вот тут вот. Мужчина, кстати, может быть довольно-таки, знаете, с одной стороны ресурсный, ухоженный, себя любит, себя на первое место ставит, себе не навредит. Так, мужчина, опять-таки, повторюсь, какие-то достоинства тут у него 100% есть, ну не зря ж вы в него подвлюбились, заинтересовались как минимум. Он эти перышки распустит так, тут прям с ума может свести. При этом делает акцент на всех своих достоинствах, камуфлируя недостатки, которые есть у каждого из нас. И у вас, и у меня есть там они, эти недостатки. Но этот мужчина настолько их может закамуфлировать. Это какой-то шлейф из не очень красивых историй из прошлого, его какие-то проявления. Он все это замалчивает. Тут все подается вот так вот красиво, вот как-то так прям влюбляешься в него. А потом, когда узнаешь его поближе, получше, этот шлейф из этих каких-то то ли историй, то ли, ну опять повторюсь, его поведение какое-то, это все наружу вылазит, и ты думаешь, офигеть. Повторюсь, если бы я знала раньше, я бы его к себе не подпустила и не влюбилась бы так. Не могу сказать, что это прям обман. Это просто вот он такой вот такой вот павлин, да. Вот, наверное, каждый из нас в жизни нужно встретить такого. Кто считает, что нужно, пишите. Кто считает, что спасибо и не нужно. Одного хватит, согласно, одного хватит. Для того, чтобы понимать, каких мужчин нужно выбирать для счастливой, спокойной жизни, да. Другое дело, после общения с таким долгое время еще будут штормить, и замечательные, какие-то стабильные мужчины будут казаться скучными, отношения с ними тоскливыми. Вот тут не зря про американские горки, что-то такое может быть. Ладно, о чем бы тут ни шла речь, смысл в том, что мужчина, кстати, очень нуждается в какой-то нежности, в искренности, кстати, он нуждается. Тут с какой-то женщиной он тут выясняет отношения, а показана незакрытая эмоционально-чувственная сфера. Тут даже не о сексе. Подозреваю, секса у него тут может и хватать, или хватало. Ну, тут, скорее всего, уже такой умудренный мужчина. Ему не хватает вот тех самых, знаете, каких-то нежных, таких пронзительных, чистых взаимоотношений. Вот ему чистоты этой какой-то хочется. Искренности, чтобы на него кто-то вот так смотрел с обожанием. Может быть, вот прям чуть ли не какие-то такие, знаете, как в 15-16 лет какие-то такие эмоции, когда у тебя еще нет этого какого-то печального опыта, разочарования, и ты чуть ли не веришь всему, и ты открыт всему навстречу, и у тебя крылья за спиной. Вот ему такого хотелось бы. Может быть, элементарно как вздохнуть полной грудью, перезагрузиться, наполниться какими-то энергиями. Но повторюсь, ему тут просто интрижка, тут ему это не нужно. Ему нужна вот такая какая-то чистота. Может быть, даже ему бы хотелось, ну не буду говорить, ладно, что-то не в голове, ладно, не буду пошлить тут рассказывать, что ему девственницу хочется. Ой, я вообще не такая, ну не знаю, что-то я такое заговорю сегодня. Ну, нет, ну, знаете как, ну в прямом смысле, вот, какую-то чистую, светлую душу, девушку какую-то такую, может быть, не избалованную, может быть, даже, давайте так, просто чистая душа. Вот ему хотелось бы такую девушку, вот как-то так общение вот с такой, наполниться этой энергией ему хотелось бы. Ну, давайте я спрошу, это у тебя такой запрос, или может это в твоей жизни есть сейчас? Это запрос? Да, это запрос, он над этим работает. А это есть в твоей жизни сейчас? Может быть, вот такая женщина какая-то, девушка, вот такая. Огонь. Есть. А это ты влюблен в такую девушку? Бумеранг. Скорее всего, влюблен, но то ли отношения какие-то очень... Тут вообще может быть история. Давайте я дальше не буду сильно копать, потому что дальше там посмотрим. Но тут история вообще может быть очень интересная. Он может быть подвлюблен в такую девушку, но она ему как бумеранг за его, может быть, тут прошлые какие-то, то ли похождения, то ли проявления, то ли он даже, может, сам от себя не ожидал,
что он может кому-то вот это испытывать. Это ты испытываешь к этой женщине такие, ну, чувства, эмоции? О боже мой, тут и ревность, тут и желание контролировать эту женщину, и желание... Тут он может так себя вести как-то, что он как будто бы сам себя не контролирует. Сущность, эгоизм. Он не привык никогда особо тут кому-то уступать, уж тем более женщинам. Он не привык женщину на пьедестал ставить, ну, принц. А тут что-то как меняется. Странно. Ну ладно, у кого-то может быть еще и на работе какие-то взаимоотношения, страсть, тут вот это все вместе, он не может понять. Ну, тут какой-то процент может так проиграться. Так, а вот это первое, это вы у меня ведьма ведающая? Да, красотка, кроссовка. Такая красивая, по карте букет, цветочек, при этом обладающая тайными знаниями, нестандартная какая-то, манкая, тут же и может напрягать его. Вот это вы так, это он так думает, что вы за ним наблюдаете? Или это он за вами наблюдает? А он, кстати, за вами где-то наблюдает, причем как-то нестандартно, вы даже не можете догадываться. Карта Арлекин — это нестандартно. То, о чем вы даже не подумаете. Может быть, через каких-то знакомых, о которых вы и не знаете, что они там ему что-то про вас рассказывают. Или где-то там, я уже не знаю, где он там в засаде сидит, в гнезде, там, гнездо аиста, недалеко от вашего там жилища, он там сидит, там периодически в бинокль выглядывает. Ну, вы поняли. Тут как-то так вот, это он за вами смотрит. Это он. А ему бы хотелось, чтобы вы за ним тоже так как-то поглядывали, приглядывали. Ладно, девочки, такой у меня мужчиночка пришел, интересный, нестандартный. С таким, наверное, тут весело. Обхохочешься. Так, ладно. Ну, не скучно. Вот такая сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, дальше. Итак, кармический лето-союз или временное испытание? А вы уже там напридумывали, да? Это мы кармические партнеры, близнецовые пламена. Это мы встретились для того, чтобы... А сейчас посмотрим. Сейчас мы все посмотрим. Итак, признаки зацикленности. Почему одни и те же конфликты возвращаются с разной интенсивностью? Ну, то есть, по кругу как ходите. Вот почему? Почему? Как на те же самые грабли. Вы в отношениях, в взаимоотношениях с этим мужчиной, если даже это взаимоотношения у кого-то, да, у кого-то это в принципе прелюдия, которая затянулась слишком долго, и вы не можете понять, почему оно как по кругу, нет этого прорыва, как бегущие по граблям. Почему возвращаются с разной интенсивностью те же самые конфликты? Двойки в дневнике у вас, потому что не прошли с ним в эти уроки. Во взаимоотношениях же двое, да, участвуют, вы говорите. Он же тоже не учится, не хочет, двоечник. Ладно, не будем все перекладывать ответственность на мужчину. Почему же одни и те же конфликты возвращаются с разной интенсивностью, да, у вас эти конфликты случаются? Так... Как его самые раздражающие черты отражают ваши скрытые внутренние запреты? Своего рода эффект зеркала, да? Посмотрим, что покажут. Может, какие-то черты, которые в нем вас выбешивают просто. Вы думаете, ну как я могла в него влюбиться? Ну как вообще, где мои глаза были? И почему меня это все бесит, да? Вот это все скрывает ваши какие-то, может, внутренние запреты. Сейчас посмотрим, о чем речь. Почему вы верите, что доработав эти отношения, вы получите награду? И так ли это на самом деле? Своего рода иллюзия спасательства, да? Посмотрим. Так ли это будет? Если доработаете отношения, вы получите награду. Ой, покой. Нам только снится. Так,
И давайте посмотрим сценарий выхода. Как вам понять, что урок усвоен и энергия связи исчерпана? Как вам это понять? Начинаем. Признаки зацикленности. Знаете, как заболевание какое-то. Сейчас симптомы будем смотреть. Ладно. Почему одни и те же конфликты возвращаются с разной интенсивностью? Эгоизм сразу мне. Ага. А я вам тут сразу могу сказать. А вы в неравных каких-то, знаете, неравные весовые категории. Ну, это я так утрированно вам говорю. Вы у меня выходите где-то как ребенок, который не совсем играет по тем правилам, по которым этот мужчина играет. Объясню. Смотрите, мужчина может поступать довольно-таки эгоистично. Опять-таки, он привык, он как ясно солнышко. Может, он привык, что его там встречают в компаниях, всегда с распростертыми объятиями. Он привык блистать. В принципе, солнце оно одно, понимаете? А в принципе, как будто бы вам отводится вот какое-то место возле этого солнышка. Как цветочек подсолнуха, вы должны поворачиваться, ну, может быть, по его задумке, да? Ну, два солнышка не может быть, но вы поняли, да? Ладно, тут, так вот это его какие-то проявления тут по этому эгоизму, может быть и токсичное, не всегда же он там веселый балагур, и тут такой он прям душа компании, и такой он прям расположен ко всем. У этой стороны медали есть, скажем, у этой медали есть другая обратная сторона. Он может быть довольно-таки эгоистичен, где-то может быть даже не сдержан, капризен, тут даже может быть тираничен, где-то вот мое мнение важно, а твое, ну, я тебя не спрашивал, да, может быть это не прямо в глаза, но это как-то может считываться. А сразу показали, почему эти конфликты возвращаются, потому что вы пытаетесь, знаете, как вам сказать, на его вот эти вот какие-то проявления реагировать не так же, как он себя ведет, не ставить его на место, да, или не показывать, со мной так не проходят эти форматы, нет, дорогой, ты иди там где-то строй, я уже не знаю, кого там хочешь, хотел сказать, не строишь свою жену, да, ладно, не обязательно, тут я не буду к этому акцент делать на этом, неважно, женат он, не женат, это совсем другая история. Тут другое, тут как будто бы вы пытаетесь, знаете, оправдать его, как адвокат дьявола, да. Тут пытаетесь придумать какие-то отмазки, вот, достучаться до него, может быть, опять-таки, войти в его положение. Кто-то боится потерять его. Тут он ведет себя где-то, знаете, вот несет его. Вы раз попустили, да, раз пропустили его какое-то, может быть, или высказывание, или какое-то поведение, или там человек повел себя как-то очень некорректно, обесценил вас, там, не перезвонил, ну, неуважительно к вам отнесся. Если бы кто-то другой так себя повел бы, да, вы послали бы его в эротические дали и сказали, да иди ты нахрен, я себя не на мусорке нашла. А с этим почему-то у вас тут то ли боязнь его потерять, то ли опять-таки какие-то, то ли вы какие-то условия такие поставлены, я не могу понять. Тут какой-то нюанс такой есть, что вроде как вы все и понимаете, что так нельзя, нужно по-другому с ним. И тут изначально могло быть вот как упущение ваше. Вы могли пропускать, знаете, закрывать глаза на что-то, давать шансы ему, и себе, и вашим взаимоотношениям. Вот мне вот так вот показано, девочки. То есть он сам по себе тут, это ясно солнышко, знаете, я не буду говорить, что он тут негодяйский негодяй. Он себя любит, он тут себя не обидит, этот мужчина. Он привык вот блистать, он привык к тому, что тут женщины на него восхищенными глазками смотрят. Может быть, вы не готовы были к конкуренции такой, да, может быть, вы посчитали, что если вы там на место его поставите или скажете, что со мной так нельзя, он пойдет там к Клаве, Даше, еще кого-то быстро найдет.
это уже совсем другая история. Тут просто показано, почему конфликты возвращаются. Потому что вы себя где-то обесценили, вы вот себе эту планочку занизили, вы его поставили на пьедестал. Он и сам там рад стоять, но вы еще и тут тряпочкой его протирали, корону начищали. При этом мне показано, может, это изначально как бы ситуация была упущена, потом как будто бы вы старались, может, вернуть. Знаете, как управление, как вам сказать, старались вернуть управление, как это, ситуация, или как вот в эту ситуацию как-то вывести, может, изменить, как хамелеон. Вы, может быть, уже и пытались там ему и показать, что со мной так нельзя действительно, и как-то вот подтолкнуть, или к мысли какой-то подвести, или на примерах там, или вот что-то как будто бы вы и старались, вы уже понимали, что ну нельзя так, я не хочу, чтобы он так проявлялся. Но уже показано было поздно. Я повторюсь, как разная весовая категория. Он тут к хорошему привыкает очень быстро. Он тут привык, там, ему так удобно. Ну, ладно, хотел сказать нехорошее слово. С чего бы это ему тут меняться, да? Ну, вот так вот мне идет. При этом разная интенсивность. Ага, почему те же самые конфликты? Повторюсь, где-то вы наивны все-таки, как ребенок, и с ним по-другому нужно. С ним тут по-разному. И можно, и нужно по-разному. При этом 100% постоянно надо быть начеку и вот свои рамочки, границы блюсти, не давать. Тут дашь ему там кончик мизинчика, он тут он всю эту руку оттяпает. Ну извините, мне так идет. И опять-таки будет уверен, а чё не так, все вот так и должно быть для меня. Ты же сама этого хочешь, ну типа, все же для меня. Ладно. При этом конфликты опять какие-то возвращаются. Почему? Потому что, может быть, вы тут какие-то сплетни, я же не знаю, сплетни, надежды. У кого-то, если мужчина там, знаете, сидит на 2 табуреточках или до конца не определился, или, знаете, не дает вам какую-то уверенности в ваших взаимоотношениях, да, не поймете, какие у вас форматы, то опять-таки, какие-то разговоры по поводу него, может, его семейного положения, статуса. В принципе, вокруг него много женских разговоров, карта сплетни. Женские язычки, видите, такие все в шипах. И опять-таки, может быть, какие-то истории о том, насколько там барышни за ним бегают, насколько он такой ресурсный, интересный, то это тоже вас, может быть, останавливать. Знаете, как-то тут как вы сами, как маленький ребенок, можете съеживаться и думать, да нет, у него ж такой выбор тут, ну как я покажу ему, что меня нельзя тут, знаете, как отодвигать, я тоже что-то хочу, тут смысл такой, что даже не то, что там вы о каких-то мечтах своих тут заявляете, тут о потребностях вы можете таким каким-то тонким голоском говорить. Ну, мне вот история о том, что вы все-таки пытались изменить ситуацию, пытаетесь. Ой, ну мы основное, почему? Почему конфликты возвращаются? Потому что, с одной стороны, вы хотите изменить ситуацию, с другой стороны, даете вот какие-то надежды, или он вам дает, да, вы как ребенок в это верите, что может оно на ровном месте само как-то изменится. Хотя, по большому счету, тут у кого-то ситуация уже настолько запущена, извините, что нужно просто людям разойтись, может быть, на время, не навсегда побыть. Каждый сам по себе должен пожить и для себя определиться, насколько второй ему важен человек, насколько ценен. А может быть, вам понравится, и вы поймете, да мне самой прекрасно. Тут вокруг столько мужчин, которые тут на меня с восхищением смотрят, меня обожают, и ко мне по-другому относятся, не так, как вот этот мужчина. У кого-то и так. Какие-то надежды. Вы можете питать эти иллюзии и надежды, сами ими питаться, да? Вот так как-то. Или нет такой решимости до конца порвать, нет решимости до конца изменить сценарий, поставить на место, отстоять себя. Вот тут вот так вот. Хотя все понимаете. Ладно, или сами некоторые девочки могут быть, знаете, как самообманом заниматься. Так, смотрим следующее. Как его самые раздражающие черты отражают ваши скрытые внутренние запреты. Эффект зеркала. Смотрим.
Убеждение, время. Ну, не знаю уж. Давайте так. Где-то вы можете даже смотреть, давайте так, как я могу это считать. Если мужчина, допустим, тут карта убеждения, и тут карта бедность. Как мне идет? Если вы видите, что мужчина во взаимоотношениях в первую очередь тут закрывает свои потребности, в этом, наверное, нет ничего плохого на самом деле. Тут другое. Он убежден, что, допустим, его желания, потребности должны закрываться, повторюсь, в первую очередь. На себе он, может, не экономит абсолютно, но в отношениях, допустим, с вами он может быть скуп, может быть, даже у него в мыслях нет там мысли даже такой нет, вас особо чем-то порадовать, да. Если у вас до этого были там какие-то кавалеры, ухажеры, которые проявлялись к вам там, уж не знаю, цветы, подарки, там, внимание, поддержка, уважение, но тут больше почему-то финансовое, вот тут такое, то вот тут вот какое-то такое у вас, с одной стороны, знаете, как будто вас могут подталкивать даже вот встреча с этим мужчиной вас может подталкивать к тому, чтобы вы, опять-таки, себя на первое место ставили. Но тут у кого-то, девочки, и подталкивать к тому, что вы должны сами себя обеспечивать, сами должны зарабатывать эти деньги и тратить так, как вы считаете нужным, на себя. Тут вот что-то в это. Не ждать от кого-то, да. Может быть, у кого-то вот эти убеждения, опять-таки, у вас, может быть, вот там на примере там, бабушки, мамы, родовые эти программки, там, женщина в тени, да, мужчина тут добытчик, да, и, соответственно, мужчина указывает, там, опять-таки, распоряжается этими средствами, а ты как милостыню выпрашиваешь, хотя объем работы у женщины может быть вообще не меньше, чем у мужчины. Но тут как будто бы вот у кого-то даже вот эти вот программки, они должны, вот вы должны их развернуть полностью и для себя осознать то, что вы очень ресурсны, то, что вы можете зарабатывать деньги, вы можете от этого кайфовать и, понятно, что тратить на себя, как вы хотите. У кого-то прям так, девочки, пришло время, вот именно вот время пришло заработать. И время, может быть, даже у кого-то сейчас такой период пойдет, где вы будете, даже, может быть, попытки как компенсировать, если у кого-то неудачи в личной жизни, да, и вы понимаете, не готова я там сейчас ни с кем сближаться, кого-то к себе подпускать, то у вас сейчас может быть такой период, там действительно вы будете зарабатывать деньги, и вы должны быть к этому готовы. Может быть, даже эта часть кого-то остановит, может остановить от ненужных трат. Это своего рода, знаете, повторюсь, как компенсация. Если нет вот наполнения в эмоционально-чувственной сфере, да, и даже пока желания нету с кем-то сблизиться, вы можете там за счет, я уже не знаю, там покупки у кого-то новая, хотел сказать, Ламборгини, яхта какая-то, ладно, у кого-то колечко какое-то, у кого-то, ну, как будто бы вы поняли, хоть какие-то вот моменты такие, насладиться, подпитаться, вот в моменте закрыть эту потребность, стать счастливой, вот, может быть, как порадовать себя чем-то, вот такое, просто как предупреждаю, такое может быть. А тут, скорее всего, девочки какое-то время могли себе отказывать во многом, как задвигать себя, не позволять себе что-то. Хотя на самом деле, говорят, это вообще вам не свойственно. Вы такая карта подарочек, и женщина яркая, красивая, ухоженная. У кого-то карта дом и убеждения, может быть, на какое-то время, знаете, ну, у всех бывают разные периоды, да. Никто нас, никого не осуждает, и понятно, разные бывают моменты, разные периоды. Может быть, там период какой-то, где вы вынуждены были сидеть там дома, или с детками, или, ну, мало ли, там, болезнь близких, родных, и вы, многие растворились в этом доме, забыли о том, что вы привлекательны, вы желанны, вы яркая, сексуальная, вы этот подарок для многих. Вот тут вот как будто бы этот мужчина своим где-то эгоизмом, эгоцентризмом, своими какими-то убеждениями, что мне положено быть таким красавчиком, это вы должны на меня заглядываться, я себя люблю. И он как будто бы он в этом уверен, как будто бы, а вы, наверное, сразу так, знаете, как приняли как должно, а потом подофигели, вы говорите, а я где во всем этом? А потом, может быть, знаете, как от обратного, а почему я к себе терплю такое отношение? Вот
Может быть, я на примере тебя, дорогой, теперь я себя буду вот так позиционировать, как этот подарочек, и вспоминать о том, что вы такая есть, вы яркая, повторюсь, тут энергетически наполненная, как райская птичка. Для многих вы архетип, олицетворяете архетип любовницы, ухоженная, сексуальная, веселая, общительная, вот прям к вам хочется тянуться, быть рядышком с вами. Повторюсь, у кого-то просто вы об этом на время забыли, или позволили себе забыть, или ну вот как-то, или не время было. У многих просто пришло время меняться, возвращать себе себя. Ну, я не думаю, что у вас тут будет прямо этот какой-то эгоизм зашкаливать. Я думаю, тут вам не хватает даже этого здорового эгоизма, где-то дабы себя порадовать, вновь ощутить себя желанной, вновь ощутить себя вот наполненной такой и позволить себе быть счастливой, девочки. Угу. Так, почему вы верите, что доработав эти отношения, вы получите награду? Так ли это на самом деле? Фух. Угу. Разбитое сердце, монеты, сердце опять, самобичевание, расставание и кольцо. Угу. Очень интересно. Так, кстати, 100% вам скажу, вы получите награду, доработав эти взаимоотношения, проработав болезненные моменты. У кого-то тут самобичевание из-за расставания. Вы можете до сих пор думать, вот если бы я так поступила, если бы я так сказала, то мы, может быть, не расстались бы. А если бы вот я там себя так повела, то вот. Или наоборот, если бы я не давала ему эти шансы изначально, вот так себя как-то как железобетонно вот так вот сказала. Иди в эротические дали, пожалуйста, любимый мой. Ну ладно, вы поняли. Тут как будто бы кто-то еще до сих пор себя может там в голове прокручивать, накручивать, сам себя, как будто, знаете, есть самоедством заниматься по поводу того, что зачем я вообще его подпустила к себе, зачем я в эту историю вообще вляпалась. Вот тут вот такое, как будто бы, вот, так я вам скажу, вы действительно, а вы по-другому не могли, вы любили, вы влюблены были, ну вы такая, какая есть, вы замечательная. Все, немногие могут так любить. Все, закрыли гештальт, все. Ладно, так я вам хочу сказать, вы получите награду, это правда, проработав эти отношения, доработав это все в себе, отпустив вот это вот самобичевание, отпустив это все. Карта кольцо, вы получите, может, не совсем ту награду, на которую вы там надеетесь, многие из вас получат гармоничную карту кольцо. Видите, какое тут... Это, у кого-то это желанное там замужество, и это будут гармоничные какие-то взаимоотношения. У кого-то, в принципе, в вашем союзе взаимоотношения улучшатся с этим человеком или с кем-то другим. Это в любом случае, мне показано, позитивно повлияет на ваш союз с каким-то мужчиной. Да. Так, отношения станут 100% более какими-то здоровыми. Может быть, в принципе, вы успокоитесь и будете ценить то, что у вас есть, или же четко поймете, что вам нужно, скажем так. И при возможности, может быть, когда вы встретите какого-то мужчину, который действительно будет ваш, вы его узнаете, и вы его не потеряете. Карта кольцо. Вот тут. Вот у кого-то прям так, девочки. А почему вы еще верите, что доработав отношения, получите награду? У кого-то, знаете, как хочу сказать, сердечко разбито, и вы говорите, ну пока, может быть, я там, не готова еще подпустить кого-то, полюбить заново. Значит, я сейчас буду, кто-то тут, вам правда так вот идет, пока, значит, время зарабатывать деньги, карта финансы. У кого-то прям вот, может быть, вы верите, что я должна даже научиться зарабатывать деньги, быть самодостаточной во всех смыслах, раскрыть свой потенциал, реализоваться для того, чтобы уважать себя в первую очередь. Хотя, мои хорошие, у вас и так есть очень много того, за что вы себя, может, даже вы этого не видите, не замечаете. А это у вас уже есть много прекрасного, за что вы должны себя уважать, любить себя должны. Не за что-то, а за то, что вы просто есть. Вы такая умничка. Так,
Смотрите, ну тут девочка серьезно задалась целью, смотрю, чтобы реализовать себя, действительно как-то может применить свои умения, таланты, способности, раскрыть, повторюсь, себя. Так, награду. Ну, награду получите 100%. И кто-то считает, что вот, ну, наверное, так оно отчасти и есть, что вам нужно пройти какой-то этот путь, опять-таки, стать вот сильной, уверенной, самодостаточной, может быть даже финансово независимой. Для кого-то это вот финансовая свобода, это чуть ли не на первом месте сейчас стоит. И вы говорите, вот стану такой, буду такой, вот тогда меня вообще все полюбят. В первую очередь вы сами себя должны полюбить, мои хорошие. Ну что-то мне так показали карты. Ну тут как будто бы вы, кто-то может говорить, вот сейчас финансово вот это, я тут стану такой вот ресурсной, интересной. Ну, тогда и посмотрим, кто тут будет, какие условия кому ставить, да, ну вот что-то такое, как будто бы я же тогда буду управлять ситуацией. Ну, такой подход, ну, такой еще чуть-чуть детский, ну ладно, все мы чуть-чуть девочки маленькие. Так, давайте смотрим дальше. Как понять, что урок усвоен и энергия связи исчерпана? Извините, у меня уже нервный смех, у меня опять этот павлин вышел. Вы закроете, карта закрыть, да? Закрыть со щитом, тут железобетонная дверь. Вот когда вы поймете, что все, вот такая дверь между вами этим павлином, и вы его даже близко к себе не подпускаете. Вот, и у вас вообще ни один мускул не дрогнет от его этого оперения павлиньего. Ну, не обязательно от этого мужчины, от такого типажа. Ой, карта потеря, карта всадник, карта айсберг и карта мудрость. Вот, хорошо. Как понять, что урок усвоен и энергия связи исчерпана? Как вы поймете? Опять-таки, когда у вас даже не будет вот этого желания, оно пропадет. Может быть, искусственно, даже во сне пытаться, знаете, как связаться с фантомом этого мужчины. Вот эта карта, тут на ней изображена женщина, за ней стоит еще какой-то мужчина, новый, то ли в перспективе, который может быть. И фантом вот этого вот самого мужчины, вот, многие находятся не рядышком с ним, многие там на расстоянии находятся. Надеюсь, этот мужчина жив-здоров, но смысл в том, что этот фантом держит вас как за горло. Мало того, что он за горло держит, он не отпускает вас. Он не готов, конечно, от этой энергии отказаться. Вы где-то его подпитываете этой энергией. Тут еще и вы этой рукой этот фантом поддерживаете. То есть где-то, как бы вы там ни говорили, да хочу я выздороветь, хочу я забыть этого павлина. Вам не нужно его забывать. Вам нужно выстроить рамки границы. Вам нужно даже при встрече с ним четко дать понять, вы счастливы, у вас все прекрасно, и я желаю тебе счастья, и лети низко, низко, пожалуйста, в этом своем оперении. Все, удачи. Тут как будто бы у вас должна быть жизнь наполненная, яркая. При этом, говорят, мужчина вокруг вас есть. Может быть, и у вас есть этот мужчина. Но вы, может быть, даже не даете себе шансы 100% классно там выстраивать отношения с этими новыми мужчинами, так как ментально где-то еще вот этот фантом, этот мужчина присутствует. Может, вы сравниваете всех этих нынешних будущих мужчин с этим прежним. Опять-таки показали, как понять, что урок усвоен. Этот мужчина вполне возможно появится по карте всадник, прискачет где-то, проявится, появится, или информация о нем. И опять-таки, у кого-то это будет именно этот мужчина, у кого-то это какой-то такой типаж, похож на вот этот, вот на вот того мужчину, о котором речь идет, да? Ну, павлин, самовлюбленный, себя на первое место ставит. Мужчина, который этим оперением там может так пыль в глаза пускать. В общем, у вас уходит почва из-под ног. Мужчина, который в принципе зациклен на себе, да, а вам приходится уже подстраиваться. Как будто бы вы априори должны подстраиваться и по его правилам
играть. Вот тут так вот, да, как-то так. Так вот, вам в вашу жизнь приведут, или его же он, может, вернется, или похожего по карте всадник. И у вас, опять-таки, говорят, тебе покажут только верхушку айсберга, опять такое вот это оперение какое-то. И это будет как проверка вам, как искушение какое-то. Поведетесь ли вы на вот этот вот красивый, ну вот я не знаю, как это, верхушка это айсберга, опять на какую-то красоту, опять на какой-то фантом, опять на какие-то, уже не знаю, тут иллюзорные, успешный успех, какого-то ресурсный мужчина, тут такой прям павлин, красавчик. Не обязательно это внешне, это в принципе вот такой какой-то типаж. Вот если ты поведешься, то ты получишь вместо вот этого вот всего лишь тут красоты какой-то, а под низом смотрите какая глыба. И вряд ли тут что-то прям такое хорошее. Хорошее мало кто скрывает. Тут и этот павлин, я же вам говорю, вы видите только верхушку этого айсберга. Вот эти все какие-то тут его не очень красивые проявления, какие-то вот истории из прошлого, какой-то шлейф этих, может, разбитых сердец, некорректного поведения. Опять что-то такое. Вот это все вот будет скрыто под водой, и вы это 100% можете получить в придачу к этому оперению павлиньему. Так вот, вам говорят, вы поймете, что ваш урок усвоен, когда вы сможете, карта мудрость, тут уже какую-то информацию, вы уже получаете ее, плюс вы проработаете это все еще. У кого-то это психология, у кого-то это эзотерика, у кого-то это опять-таки эти тайные знания Таро. Мудрость. Женщина уже мудрая, женщина уже увидит вот этого павлина очередного и посмотрит и скажет: о, не, спасибо, плавали, нам такое не надо. Плывите, пожалуйста, товарищ, как айсберг. Они же плавают, действительно, это же я ничего другого не имела в виду, только айсберг. Это вот такие глыбы льда, которые там дрейфуют. И вы так подтолкнете его так ласково и скажете: плывите, пожалуйста, к другому какому-то, уж не знаю, материку, там, континенту, еще куда-нибудь, в другую вселенную. Спасибо, больше нам такое не нужно. Мудрость, вот. Без всяких лишних эмоций. Может быть, тут будет сама ирония, да? Может быть, сами себя похвалите по голове и скажете: ох, как я молодец, я так уже разбираюсь во всех этих павлинах. Я тут как будто бы ну ладно, какой-то закончили прям, хотела сказать, что там на птицефабриках, я уже не знаю, обучают чему-то, как правильно. Ладно, не буду, такие какие-то у меня странные эти пошли. Ой, странные сравнения, ладно. Ну, в общем, вы станете мудрой женщиной, девочки, и уже будете отличать этих павлинов от, не знаю, там, орлов гордых, да, давайте так назовем прекрасных наших мужчин. Ну и совет психолога. Любую карму можно перевести на язык психологии как незавершенный гештальт. Это то, что у нас есть. Вот. Эти отношения будут тянуться до тех пор, пока вы не извлечете из них ресурс для собственной трансформации. Да-да-да. Ваша мудрость, осознанность, ваше желание и умение эту информацию не просто поглощать, а применять в своей жизни. Ну, испытание заканчивается ровно в ту секунду, когда урок усвоен, и вы больше не нуждаетесь в боли для того, чтобы расти. Ваша судьба – это не предрешенный сценарий, а сумма ваших осознанных выборов. Как только вы выберете себя, то любая кармическая петля разомкнется, уступая место свободе. Все, мои хорошие, удачи вам. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.